Дорогие зрители, сегодня вас ждет история, которая ломает привычное представление о природе, потому что мы привыкли думать, что реки текут по строгим законам, всегда в одном направлении и подчиняются понятной логике. Но правда в том, что на нашей планете есть места, где вода ведет себя так, будто игнорирует все правила, и сегодня вы узнаете о реках, которые меняют направление, текут вспять и способны переписать целые континенты. Устраивайтесь поудобнее и досмотрите до конца, потому что после этой истории вы уже никогда не посмотрите на обычную реку прежними глазами. Первая история переносит нас в жаркий регион Юго-Восточной Азии, где среди джунглей и древних храмов находится огромное озеро Кхантал, соединенное с мощной рекой узким протоком Сиан. На первый взгляд это обычная система, но дважды в год здесь происходит явление, которое кажется невозможным. В сухой сезон вода спокойно уходит из озера и течет к морю, все выглядит привычно и понятно. Но как только начинаются сезонные ливни, огромная река наполняется до предела. Ее уровень поднимается настолько, что давление становится сильнее течения, и в какой-то момент вода останавливается, словно замирает, а затем начинает двигаться в обратную сторону. Проток разворачивается и несет воду обратно в озеро, превращая его из небольшого водоема в гигантское море, затапливая леса и создавая уникальный мир, где миллионы рыб получают шанс выжить и вырасти. Местные жители веками наблюдали этот процесс и построили свою жизнь вокруг него. Они знают, что от этого зависит их еда и будущее, но в последние годы этот механизм начал давать сбои из-за вмешательства человека и изменения климата, и однажды вода просто не пришла, оставив людей без привычного улова. И тогда старый рыбак по имени Тарек сказал фразу, которую теперь повторяют многие: «Если река перестанет дышать, мы перестанем жить». Вторая история переносит нас в Северную Америку, в промышленный город, который в конце XIX века оказался на грани катастрофы. Стремительный рост населения привел к тому, что отходы попадали в реку, а затем в озеро, из которого брали питьевую воду. Болезни распространялись с ужасающей скоростью. И тогда группа инженеров во главе с человеком по имени Ричард Хоул предложила решение, которое казалось безумием: развернуть реку, заставить ее течь в другую сторону. Тысячи рабочих начали рыть канал, соединяя одну реку с другой системой. Несмотря на протесты соседних регионов и угрозу судебных запретов, однажды ночью в холодном тумане они прорвали последнюю преграду, и вода с глухим грохотом устремилась в новый путь. Река изменила направление, город спас себя, но проблема просто переместилась дальше. И до сих пор эта река течет не так, как текла изначально. А инженеры позже признавались, что в тот момент им казалось, будто они вмешались во что-то гораздо большее, чем просто в систему каналов. Третья история переносит нас в Южную Америку, к величайшей реке континента, которая сегодня кажется неизменной. Но миллионы лет назад все было иначе. Геологи обнаружили, что она текла в противоположную сторону, пока движение земных плит не изменило рельеф. Горы поднялись, перекрыли путь, и вода была вынуждена искать новый выход. Этот процесс занял миллионы лет, но в итоге полностью изменил карту материка. И если представить себе этот момент, то можно увидеть, как целые экосистемы исчезают и рождаются заново, как животные приспосабливаются к новым условиям, а некоторые виды остаются запертыми в новых водоемах, превращаясь в уникальные формы жизни. Четвертая история — это напоминание о том, насколько мощна природа. Одна из крупнейших рек мира однажды изменила направление всего за несколько минут. Причиной стало сильнейшее землетрясение, которое подняло дно и создало временную преграду.
вода пошла вспять, лодки оказались в ловушке. Люди наблюдали, как течение меняется прямо на их глазах, а берега рушатся в поток. И даже спустя годы очевидцы вспоминали этот момент как нечто нереальное, словно сама Земля решила на мгновение изменить правила. Подобное происходило и при мощных ураганах, когда океан буквально вдавливался в русло реки, заставляя ее течь обратно. И в такие моменты становится ясно, насколько человек мал перед силами природы. Пятая история переносит нас в Африку к одной из самых известных рек мира, которая веками считалась неправильной, потому что течет с юга на север, но на самом деле в этом нет никакой тайны. Вода всегда движется вниз, просто в данном случае север оказывается ниже по высоте, и именно это направление стало основой для развития древней цивилизации, потому что ветер дует в обратную сторону, позволяя людям легко перемещаться по воде в обе стороны, создавая уникальную транспортную систему, благодаря которой появились города, торговля и одна из величайших культур в истории. Но и эта река не всегда была такой, как сейчас. Она тоже менялась, пересыхала, наполнялась и снова находила свой путь. Шестая история добавляет еще один штрих к пониманию того, насколько непредсказуемы водные системы. В горах Центральной Азии существует река, которая может исчезать под землей и снова появляться на поверхности спустя десятки километров. Местные жители веками считали ее живым существом, потому что она могла прятаться и возвращаться. И даже современные ученые не всегда могут точно предсказать, где именно она выйдет на поверхность в следующий раз. Если собрать все эти истории вместе, становится ясно, что реки — это не просто линии на карте, это живые системы, которые меняются под воздействием времени, природы и человека, иногда за миллионы лет, а иногда за считанные минуты. И, возможно, самая важная мысль в том, что мы живем на планете, где ничто не является постоянным. Даже то, что кажется вечным, даже вода под вашими окнами когда-то могла течь совсем в другую сторону. Спасибо за просмотр. Если эта история вас удивила, напишите в комментариях, из какого вы города и какая из этих историй поразила вас больше всего. Поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал. Впереди еще больше сильных и захватывающих историй, которые не отпускают до самого конца.